Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео «Путь новичка», где я рассказываю, как лучше и эффективней прокачать свой аккаунт и научиться играть новичку. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, какой следующий важный шаг нужно сделать новичку для того, чтобы добывать души и где их брать. А также мы рассмотрим все способы и варианты их получения. И первое, с чего мы с вами начнем, это режим заданий. Данный режим является основным и постоянным местом и источником зарабатывания душ. В каждой башне есть задания с различными испытаниями и наградами, которые вы сможете получить, используя ваших персонажей и отправляя их на задания. Вам необходимо нажать на любую доступную башню, в которой вам откроется список заданий. В этом списке будут указаны все задания, которые доступны на данный момент в этой башне. Нажав на выбранное задание, вам откроется меню и список ваших персонажей, которые вы сможете отправить на задание. Перетащите карту персонажа в свободный слот, после чего на верхнем индикаторе с зеленой полоски будет указан шанс выполнения задания, и затем нажмите «Начать задание». После отправки персонажей на задание у вас появится таймер с изображением оставшегося времени до завершения задания, который вы сможете всегда посмотреть, нажав на ту башню, которой вы выполняли задание. Удачно выполнив задание, вы сможете получить дополнительную награду к основной. Это может быть различное снаряжение, дополнительное золото или дополнительные души. А также могут выпадать карты с персонажами. Выполнив задание в башне, вам откроется доступ к следующему заданию, в которых условия выполнения могут отличаться, а также иногда некоторые персонажи в определенных заданиях могут иметь дополнительный бонус в виде повышенного шанса выполнения задания. Данный бонус будет помечен на карте вашего персонажа особым индикатором, на котором будет указан процент бонуса. Также перед отправкой на задание можно использовать зелье для того, чтобы улучшить шансы получения большего количества наград. Данное зелье можно приобрести за души. Каждый раз, когда вы покупаете зелье, на индикаторе увеличения шанса на дополнительную добычу полоска сверху заполняется желтой шкалой. Снизу под полоской индикатора находится схема, на которой указан текущий уровень добычи и бонусный уровень добычи, который вы получите при покупке зелий. Проверив данное зелье многократно, используя их в задании, я пришел к выводу, что данное зелье абсолютно бесполезно в использовании и повышении шанса на увеличение добычи за задание, так как данное зелье требует большого вложения душ и не окупает данных затрат. Также в задании есть еще одна функция – это быстрое завершение задания за счет покупки эликсира с помощью душ. Данное действие также неэффективно и невыгодно в использовании, но иногда имеет место быть. В таких случаях, когда вам очень нужно быстро завершить задание, на выполнение которого требуется очень много времени. Либо у вас на задании находится нужный вам персонаж, и он вам необходим для других целей. На начальном этапе игры бывают такие ситуации, когда вы заполнили все слоты для персонажей, но процент выполнения задания по-прежнему маленький. В таких ситуациях, чтобы дополнительно повысить шанс на выполнение задания, можно использовать снаряжение, о котором я вам более подробно хочу рассказать. На данный момент в игре существует 4 ранга снаряжения: обычное снаряжение, необычное снаряжение, редкое снаряжение и эпическое. Чтобы эффективно подобрать снаряжение, вам необходимо обратить внимание на две вещи. Это уровень слияния вашей карты, и второй пункт, самый важный, рейтинг снаряжения вы сможете посмотреть в нижней части карты. Чем выше рейтинг карты, тем больше процент прибавки дает снаряжение. В первые 2 месяца игры я бы вам рекомендовал выполнять задания в следующих башнях. Это 2-я башня, 3-я башня и 5-я башня. Все задания, которые мы будем выполнять в этих башнях, длятся 1 час, что позволит нам зарабатывать за час 19 душ. В режиме заданий также есть очень полезная функция. Завершая выполненные задания, нажать кнопку «Повтор», которая отправит вас на это же задание, не пересобирая группу. За удачно выполненные задания вам будут начисляться очки славы, которые будут отображаться на индикаторе с красной полосой. После того, как шкала индикатора достигнет 100%,
вы сможете получить одну случайную награду. Это может быть золото, души, карта снаряжения или карта персонажа. Для того, чтобы узнать, как открыть следующую башню и какое задание нужно выполнить, вам необходимо нажать на заблокированную башню, на котором отображается индикатор с замком, и вам откроются условия, какие необходимо выполнить для разблокировки этой башни. Отыграв месяц игры на аккаунте, вы уже сможете более-менее прокачать своих персонажей до среднего уровня, которые вам позволят выполнять задания более сложного уровня и открывать новые башни, что позволит вам зарабатывать еще больше душ. И следующие башни, которые я бы вам посоветовал для выполнения часовых заданий, это две башни. Башня номер 6 и башня номер 8, в которых вы сможете получить по 9 душ за каждое выполненное задание, что в сумме дает 27 душ за час. По моим личным наблюдениям, в этих башнях с часовых заданий чаще всего выпадает карта руководства Каро, о которой более подробно я расскажу вам чуть позже. Используя снаряжение в заданиях, не только новички, но и многие игроки не знают о таком интересном моменте. Использовать снаряжение на персонажа, которого вы отправили на задание, то это же снаряжение можно использовать повторно на другом персонаже и на другом задании, перекинув снаряжение с одного персонажа на другой и при этом сохранив все бонусы, которые были получены от снаряжения. А теперь давайте более подробно рассмотрим карту руководства Каро. Данная карта очень полезна и эффективна в использовании режима заданий, для которого она и предназначена. Данная карта имеет следующие бонусы, которые полезны в заданиях. Это увеличенный шанс на дополнительную добычу, который вы получаете при успешном выполнении задания, за которую, если бы вы получали бы 9 душ, вы будете получать гораздо больше. Увеличенную добычу вы будете получать не каждое задание, так как данный бонус не увеличивает саму добычу, а лишь увеличивает ее шанс, позволяет вам получать награды намного чаще, чем без этой карты. Второй бонус – это сокращение времени выполнения задания на 10%. Чем дольше время выполнения задания, тем эффективнее и заметней будет показывать себя бонус на сокращение времени выполнения задания. Посмотреть бонус вы сможете на таблице добычи, на которой будет указан дополнительный процент на добычу и сокращенное время выполнения задания в зависимости от слияния вашей карты. Данное снаряжение можно получить, выполняя определенные задания, в наградах добычи которой будет указана та самая карта. Учитывайте этот нюанс при отправке ваших персонажей на задание, если вы себе поставили цель получить данный предмет. На скриншоте вы сможете посмотреть, в каких башнях и какие задания нужно выполнять для того, чтобы получить снаряжение руководства Каро. В указанных в этом списке башнях и заданиях чаще всего выпадает данный предмет. Разблокировав все башни во внешнем мире и прокачав свою учетную запись до 60 уровня, вам откроется портал в преисподнюю, где будут доступны
новые башни и дополнительные задания, для удачного выполнения которых вам понадобятся золотые карты с максимальной прокачкой 10-го слияния. В первые полгода игры нет смысла торопиться выполнять задания в преисподней, так как добыча, которую вы получаете, отличается незначительно, но требует при этом слишком прокачанных карт, которых на начальном этапе игры у вас не будет. Совсем забыл вам рассказать, вам будет доступно для выполнения максимум 3 задания, количество которых вы сможете посмотреть над красным индикатором полоски славы, где написано «Активные задания». Это все, что я вам хотел рассказать о режиме заданий, и мы с вами переходим к следующему способу получения душ. И это прохождение испытаний на золотых персонажей, которые обновляются раз в 6 дней. В данном режиме испытаний вам предлагается пройти 5 башен, за которые вы сможете получить следующие награды. Это золото, души, карты снаряжения и карта персонажа. И мы переходим к следующему способу получения душ. Играя в различных режимах Mortal Kombat Mobile, существуют дополнительные награды, которые можно получить, выполнив определенные критерии, которые вы сможете посмотреть на этих скриншотах. Данные критерии вы сможете найти в разделе «Ежедневные задания», выполнив которые вы получите дополнительное золото и души. Следующий способ подойдет не всем, а лишь только тем игрокам, у кого есть Mortal Kombat 11 на всех игровых платформах, перечисленных в этом списке. Вам необходимо привязать свою учетную запись Mortal Kombat Mobile к учетной записи Mortal Kombat 11. Для этого необходимо зайти в настройки Mortal Kombat Mobile, нажать на связь с консолью, и у вас появится код для привязки аккаунта. Затем, не закрывая игру Mortal Kombat Mobile, введите полученный код в игре Mortal Kombat 11. После удачной привязки вы получите уведомление в игре МК Mobile, за которую вы получите одну случайную карту персонажа из команды МК-11, а также, заходя каждый день в игру в Mortal Kombat 11 и в Mortal Kombat Mobile, вы будете дополнительно получать 40 душ каждый день в течение 30 дней. По истечению 30 дней вам будет начисляться по 5 душ вместо 40. Рассмотрим еще один способ получения душ, который нам доступен раз в сутки. Вам необходимо просмотреть 5 роликов. За каждый просмотренный ролик вы получите 5 душ. И второй способ, который нам предлагают разработчики, это установить сторонние игры на ваше мобильное устройство и выполнить там определенные критерии, которые помогут вам заработать дополнительные души. Но данный способ неэффективный и очень времязатратный, и поэтому я вам его не рекомендую. И это все способы получения золота и душ, о которых я знаю. Ну а вы напишите в комментариях, какими способами пользуетесь вы, о которых я, возможно, забыл и не рассказал в ролике. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравилось? Подпишись. А также не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.